Всем привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Сегодня я готовлю самый ароматный и самый вкусный компот и хочу поделиться рецептом с вами. Давайте готовить вместе. Для компота мне понадобится айва, фейхоа и гранат. Я уже начистила тут граната вдоволь. Как села, завелась и не остановилась. Много начистила, но ничего. И хочу вам сказать, что для рецепта очень важно выбрать хорошие фрукты и ягоды. Фейхоа красивую, хорошую и самое главное айва. У нас айву продают вот такая в супермаркете, она уже гладкая. Но у меня она гладкая, потому что я ее помыла. Но хочу вам показать, какая она должна быть. Вот такая айва должна быть изначально. Видите, она пушистая, на ней вот такой как бы бархатный налет. Вот это самая вкусная и ароматная айва. У меня она азербайджанская, привезена с Азербайджана. Я знаю, что именно там такая растет, на нашей родине. А здесь продают, не знаю с каких стран, и она не пушистая, и она не такая ароматная и более кислая. Поэтому, если вам повезет, обязательно берите вот такую пушистую айву, если вы ее найдете. В первую очередь надо почистить айву. Я ее очищаю от семечек, вернее от сердцевины. Айва не мягкий фрукт, поэтому надо приложить некоторые усилия. Если у вас есть острый нож и много силы, то проблем не будет. Но опять-таки сорта, которые продаются в супермаркетах у нас, они даже мягкие, не такие жесткие, как вот эти пушистые. И далее с айвы я вырезаю серединки. И не спешите их выбрасывать. В конце я скажу, что с ними можно сделать и какие они тоже полезные. Вот таким образом я буду очищать всю айву. Вот так. Я делаю вот так это треугольничком, чтобы не мучиться, не вырезать, вот так не выковыривать, так проще всего. Вот эти темненькие места я тоже убираю. Все, я сейчас почищу всю айву и вернусь к вам. И что я хотела сказать, что в первую очередь я, конечно же, поставила кипятиться воду, а сама тем временем очищаю фрукты и ягоды. Здесь еще будут компоненты, я вам назвала пока самые основные. Весь рецепт, как всегда, вы найдете в описании под видео. Банки я хорошенько помыла, я их не стерилизовала, только хорошо вымыла моющим средством, а крышки я простерилизовала, 5 минут покипятила их. Крышки у меня винтовые, вы можете взять обычные, которые закручиваются машинкой. Обычно я все здесь делаю на глаз, но сегодня, чтобы показать вам, я буду взвешивать, чтобы сказать, сколько чего я кладу. А вы уже ориентируйтесь на свой вкус. Можете сварить первый раз, если вы не варили этот компот, можете сварить его в кастрюле, попробовать по сахару, по вкусу, как вам нравится. А потом уже закатывать в банки. Айву всю очищу вот таким образом. А фейхоа буду срезать с фейхоа вот носики. Вот так. Сейчас я возьму маленький ножик. Обязательно хочу сказать, что фейхоа – это вообще кладезь витаминов. У меня есть еще один рецепт для вас с фейхоа. Рецепт заготовки самый полезный. Фейхоа я вот так нарезаю, удаляю носики и вот так прокалываю. Для чего я это делаю? Чтобы фейхоа отдала свой аромат компоту. Помимо того, что она полезная, эта ягода очень ароматная. И вот так я в нескольких местах прорезаю. Не надо никакие вилочки, ложечки. Просто вот так. Для нас, людей, живущих не на берегу океана, фейхоа очень полезно. И заметьте, фейхоа не склоняется. Компот из фейхоа. Я готовлю компот, допустим, из фейхоа. И никак склонять не надо эту ягоду. Все подготовлю и вернусь к вам. Я буду сразу складывать в банки, чтобы мне тут было удобно. Кладу, значит, в банку айву. Мельче не делаю, чтобы потом там в банке не было этого. Сюда же отправляю фейхоа. Если какая-то ягодка вам не нравится, убирайте ее. Я кладу всегда фруктов и ягод в компот побольше, потому что я их очень люблю именно из компота. У нас все пьют компот, а я ем с него фрукты и ягоды всегда. Поэтому и в данном случае, смотрите, я кладу
гранат. Гранат здесь не столько для вкуса, сколько для цвета. И у меня на 2-литровую банку ушло полкилограмма фруктов. На это количество, на 2 литра, рассчитываю как? На каждый литр банки кладу 80 грамм сахара. 70-80, вот так примерно, от 70 до 80. И поэтому на 2-литровую банку я положу 150 грамм сахара. И вот так я сейчас все баночки подготовлю. Я люблю, чтобы этот компот был послаще. Может, кто-то сейчас скажет, что это слишком много сахара, но этот компот люблю сладкий. Поверьте, это тоже немного сахара. Знаю, что люди кладут и в 2 раза больше, чем я. Но мне нравится так. Если положить сахара меньше, фрукты выйдут отсюда потом пресными. А как я сказала, они здесь очень вкусные получаются, когда из компота. Вот, поэтому, чтобы фрукты не были пресными, столько сахара будет как раз то, что надо. Так я заполню сейчас все баночки. И еще я сказала не выбрасывать вот эти серединки с айвы. Для чего они нужны? Я вообще-то сушу полностью, и вот сердцевину полностью вот как срезала, так и на газетку, на кухонное полотенце бумажное выложу и буду сушить. А потом уберу в герметичную баночку какую-то. Это очень ароматный чай с этого получается. А еще можно отдельно потом достать семечки, когда посушите семечки. Или сразу можете отделить, как вам угодно, не суть. Очень хороший настой получается от кашля. Хоть я и слышала, некоторые говорят, что в них содержится синильная кислота, что они вредны, но нам на самом деле с детства бабушки заваривали вот эти семечки. На полстакана воды 10 семечек примерно вот этой айвы на ночь заливаете, и к утру будет такой желеобразный напиток получится. И надо в течение дня вот по несколько глоточков пить этот настой. Очень хорошо помогает от кашля. Зачастую я просто вот их высушиваю, чай завариваю и добавляю сушеные серединки. Очень ароматный, вкусный чай получается. Я выжала сок с лимона. И в каждую баночку я добавлю пол чайной ложки лимонного сока. Этот сок не даст, чтобы компот был мутный, уберет всю муть в компоте. Если нет лимона, можно щепотку буквально лимонной кислоты положить. Можно вообще не класть, просто будет цвет более мутный, а с лимонным соком будет более прозрачный цвет. Теперь заливаю банку кипятком, каждую банку заливаю кипятком, аккуратненько. Если у вас нет граната, у меня мама без граната всегда делала. Если нет граната, делайте без граната. Просто гранат дает красивый цвет. У меня нет терпения заливать вот так. Я сейчас сразу. Аккуратно заливайте. Главное, чтобы ваши банки не треснули, не лопнули. Я заливаю банку. Ставлю сразу в кастрюлю, которую выстелила полотенцем кухонным, чайным. Накрываю крышкой. Наливаю сюда горячую воду к баночкам, чтобы не было перепада температур, горячую воду. Сейчас я вам скажу, если вы не хотите так стерилизовать банки, скажу вам, что делать. И включаю газ. После того, как закипит, 5 минут прокипит, сейчас я еще добавлю воды. 5 минут прокипят, по плечике надо залить баночки. После 5 минут закручиваем банки и убираем, переворачиваем и убираем под одеяло.
Но если вы не хотите стерилизовать банки таким способом, можете залить или сразу готовым сиропом, сварить готовый сироп с сахаром и залить. Или как огурцы, помидоры, когда солите, заливаете банки, дожидаетесь, пока они остывают, примерно 20 минут, остывают, сливаете в кастрюлю. Эту ароматную воду не выливайте только в раковину, а сразу в кастрюлю. И во фрукты в банке добавляете сахар и заливаете вот этим кипяченым еще раз соком, сиропом от фруктов ароматный. То, что вы сольете воду с банок, залейте ее обратно уже в банке с сахаром, с фруктами и с лимонным соком. И все. Не надо тогда стерилизовать, если вот вы не любите с кипятком возиться, сразу вот так сделайте. Вода у меня закипела. Сейчас 5 минут покипит, вытащу, наберу следующую банку кипятком, ее прокипячу и все. Вот таким вкусным рецептом я сегодня хотела с вами поделиться. Обязательно закрутите этот компот. Если вы его однажды попробуете, он станет вашим любимым, это точно. Ну а я хочу сказать всем большое спасибо за подписку, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю вам всего самого наилучшего, будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока!